Да, сегодня мы поставим в нашу сушку эту красоту. Будет много кисти, референсов, пара хитростей и чутка запила, ведь темп модус в эфире, куда же мы без запилов-то? Поехали! Выполняйте левую двухминутную коробочку с рабочей 90, 270. Ленточку не перескок. Мне теперь из коробочной стойки-то вообще надо показывать. Ладно, по порядку и по-быстрому. Во-первых, по всему рельефу раздражающие швы литья, и местами еще и со смещением. Во-вторых, это, конечно, стыки деталей. Толстые, заметные, тоже среди рельефа и детализаций. Убирать будет очень неудобно. А кто этот набор уже собирал, знает, что тут с этим замком. Стыкуемость тут, конечно, не ахти какая. Ай да че вокруг да около. Главное, конечно, они без пневмо и гидромагистралей. А я имел сомнительное удовольствие их имитировать, так что, не знаю как вам, а моему модельному счастью сейчас нет предела. На момент съемок я получил тестовый набор стоек. К вам они едут уже с стержнями усиления. Новичков обычно пугают смола, поддержки и типа хрупкость. А теперь смотрите. Чпуньк. Оп. Кусаю обычно с оснований. А контакты поддержек и деталей везде практически чуть ли не микронные. Чистые и острые кончики – признак того, что все прошло нормально. С местами потолще справляются острые качественные кусачки. В таких местах начинает даже немного наглеть. Вообще на наших стойках самый минимум поддержек тут работает и всего минут на 5. В местах поделикатнее кончики подрезаю модельным ножом. Только смотрите, эту волосинку тут не срезайте, это не поддержка, если что. Ну и ничего страшного, главное, чтобы был хороший инструмент и не торопиться. Я тут оставил чуть базовых поддержек для удобства покраски. Грунтую в черный финишный глянец. Сначала для всего неокрашенного металла беру этот хром. Да, для штоков амортизаторов и плафонов он особенно хорош. Вообще я взял за правило, что хром или любой бесцветный металлик, алюминий там яркий, это база для любого цветного металлика. И вот сразу пример. Сначала я маскирую все штоки и плафоны. И почти не буду их трогать до самого конца покраски. Для индикаторов обжатия амортизаторов, которые бесцветные, цвета алюминия, удобно использовать жидкие маски. А потом беру этот цвет и начинаю его наносить на эти шлицы двухзвенники. А поскольку в качестве базы у нас хром, я могу очень тонко, очень плавно и управляемо контролировать насыщенность и оттенок цвета. Причем отчасти сохраняя блестючесть этого хрома. И эта маленькая хитрость работает с любым цветным металликом и зачастую позволяет получить очень интересную вариативность, которая может быть полезна. В серии про жаропрочки я буду использовать этот прием постоянно. И да, для мастеров это азбука, конечно, но вдруг новичкам будет полезно. Корпус фар задую металликом потусклее, но бесцветнее, чтобы сохранить вот эту разницу. Резиновые уплотнители у нас даны рельефом, и их удобнее всего накрасить черным линером.
Подготовил все к покраске и теперь время про цвет поговорить. Тут ГВХ не оригинальный, опять предлагают C117. Для пыльника тоже. И для большей части основной стойки. А тут стоп. Чего? Серьезно? Двухцветная стойка — это что-то новенькое. Ладно, Степ в сторону. Сам C117 мы уже щупали. И у меня на руках нету референсов 27-го стойками похожего цвета. Только этот от другой модификации. Зато на тех референсах, что есть, стойки разные, от нейтрально-серой до серо-синей. А поскольку на единственной фотографии моего борта цвет стоек фиг различишь, я выбирал самый часто встречающийся цвет. Это C324, прям то, что нужно, беру его. Демаскировываю тут детализацию жидкими масками. Мелкие гайки, оси, крепежи крашу в АК Extreme Metal сталь. Цилиндр подкоса крашу в цвет стоек. А его кожух в базовый цвет камуфляжа. Теперь брызговик, он же пыльник, он же грязеотбойник. Часто он не цветостойкий и даже не цвета камуфляжа. Такой серенький, так что его оттенок я мешал на глаз. Так, поддув подкрашу и скрою смывкой. Теперь задуваю стойки в глянцевый лак. И начинаю накрашивать детализацию. Тем же акрилом, что и был в серии про кабину, кресла и ниши, так что крутить баночки в кадре я лишний раз не буду. Зачем сначала в глянец задувал? Ну, лак прочный и скользкий, так что если я где-то акрилом неаккуратно что-то мазну, я потом зубочисткой могу успешно стереть. Всякие стяжки, резиновые прокладки, металлические хомуты и прочие крепежи. На наших стойках даны рельефом, так что их очень удобно красить. Эта серая уплотнитель-обмотка на шлангах тоже дана рельефом.
И на этой серой обмотке тоже есть стяжки, какие-то розовые хомуты. Прям как под меня сделано. У меня чем сложнее и интереснее красить, тем зрелищнее потом выглядит. Теперь уже все накрашенное кистью защищаю глянцем. И перехожу к смывке. Цель ее тут не выделить прям каждую неровность или рельеф на стойке, а подчеркнуть магистрали. Ну, если точнее, максимально визуально отделить их и всякие хомуты от стойки. Единственное, что, конечно, с пыльником не удержался и в светло-серый оттенок его немножко подсмыл. А так корпуса стоек и кольца креплений на них выглядят максимально чистенько и однообразно. После нанесения табличек глушим глянец. Потому что блик на стойке, конечно, есть, но явно не такой, как сейчас. Грязновато, конечно, надо под смывку хорошую кисточку подобрать, но в принципе неплохо. Подчеркнул все хомуты, магистрали и шланги. При этом сам корпус чистенький и неворвиглазный. И с передней стойкой та же история. Тут резиновые юбки матирую полностью. Теперь финальная покраска резиновых шлангов. Из-за того, что у меня уже есть смывка, она меня немножко страхует по контуру. Я беру не чисто черный цвет, а опять смешиваю темно-серый. И акрил после высыхания дает матовую фактуру, отделяя шланг от стойки. Остается только нанести красненькие метки в районе хомутов. С покраской стоек все, переходим к колесам. У нас в продаже есть специальная линейка под печатные стойки. У них сзади вместо барабана характерная выемка. Но возьму я их не только потому, что это наш продукт. Сейчас покажу. С жесткой и удобной пилкой смола отпиливается прямо на раз. Прикрепил их удобнее для покраски и грунтую в серый грунт. Почему в серый, я надеюсь, не стоит объяснять. Сразу же пробую немножко выделять деталировку. Конечно, на фотках реальных машин резина колес скучная и однообразная, так что я думаю, здесь немножко художки не будет большим криминалом. Далее покрываю пневматик глянцем. А потом беру серую смывку, чтобы пролить протектор. Его практически нету из коробочных колес, кстати. А далее я матирую до полуглянца. Чтоб маслами было проще работать. Маслом я хочу получить этот эффект износа протектора пневматика. Хаотичные светлые контрастные полосы. Вот тут хорошо видна их природа. Хорошо, что тут протектор глубокий и четкий. Мне же гораздо проще реализовать задуманное. Излишки снимаю White Spirit'ом. Излишний контраст линий в протекторе снимаю прямо кисточкой, заодно растушевывая их концы. А потом протектор полностью матирую. Диски крашу тем же специальным зеленым оканом, который я использовал чуть раньше в стойках. Сразу же добавляю им бликов глянцевым лаком. Вот если вы за максимальный реализм, то на этом этапе добавляем метки проворота и готово.
А если хочется проявить всю детализацию на пневматике, то берем серое масло, сухую плоскую кисть. Кисть сушим о бумагу до тех пор, пока кажется, что на ней ничего не осталось, но это не так, обман. Получится вот такой результат. Самый простой и эффективный метод. Можно масло чуть темнее подобрать. Он прекрасно работает с нашими колесами, несмотря на то, что у нас очень меленький, очень масштабный рельеф. Я попробовал метод чуть посложнее, от обратного, то есть перегрузил кисть маслом и специально, прям пачкая, нанес ее на резину. Потом палочкой White Spirit растушевал и снял излишки масла, а большую часть белесости стер прям пальцем резиновой перчатки. От такого метода весь рельеф контрастно черный и немножко бликует на свету. И дополнительно подчеркивается остатками масла, которые скопились вокруг него. А недостаток обоих методов — это, наверное, излишняя художественность. Сейчас правое колесо больше похоже на музейное. Что касается деталировки нашего набора, ну вот он в сравнении с искоробочным. Комментарий, я думаю, излишне. Но и искоробочные колеса подходят к нашим стойкам, нужно лишь не вклеивать детали Е30 и Е25. Как всегда, ссылки на стойки в нашем магазине и на колеса ищите в описании. Без дополнительной обработки абразивом колесо со стойкой стыкуется очень плотно, так что если вы хотите потом легче его выставлять и проворачивать, лучше предварительно пройтись наждачкой в месте контакта. Блин, крутил его, оно вроде мне нравилось, но коллегам показало, они сказали, что слишком музейно выглядит. На строевых машинах оно гораздо темнее и контрастнее. Я, конечно, поломался, повздыхал, ну а потом приглушил эту белесость слоем полуглянцевого лака. В следующий раз просто попробую более темное контрастное масло. На передней стойке осталось застеклить фары. Сначала пробовал капнуть футуры, но она подъела хром и сильно уселась. Глянцевый GX тоже, еще и пузырьками пошел, и хром сильнее поел. Я взял искоробочное стекло и просто подогнал его по размеру в плафоны фар. Да, ребят, я слышал про клей, который затвердевает от ультрафиолета, и про смолу такую, и говорят, что она хороша. Но времени тестить у меня не было. В будущих стройках обязательно попробую, ну а пока получаю вот такую вот линзу. Вот это все, что осталось от искоробочных фар, теперь футурю с обеих сторон. Вклею с помощью Major Models. Эти руки от волнения дрожат. Прям как будто впервые контактные линзы примеряешь. И в итоге хром максимально цел, футура блестит потрясно. Скотч после высыхания прозрачный как вода. А от блеска фар я прям кайфую. Теперь немного обещанного запила, а это подкосы основных стоек. В нашем наборе их нет, и они из коробки голые, но с такими стойками ставить голые подкосы я не хочу. Так что опять, как всегда, из какого-то травы от танка, бисерной проволоки и припоя и такой-то матери по-быстрому скидаю что-то похожее. Тихонько самому себе под нос радуюсь, что теперь стойки готовы и мне не нужно проворачивать все это в больших масштабах еще и с ними. Блин, вот у меня всегда одна выходит чуть лучше, чем другая. Покраска тут точно такая же, как и на стойках, утомлять вас лишний раз я и не буду. Важный нюанс. Мне мои стойки были выданы уже в самый разгар стройки. И этот шарнир в пункте 6 сборки я успешно проигнорировал. Но будет гораздо удобнее его вклеить на 6-м пункте без стойки Е54. Еще я так прикинул, что передняя ниша вместе с стыковки с такой роскошной стойкой выглядит бедновато, и докидал туда схематично магистралей всяких. Вот, так выглядит уже гораздо приятней. Поршень створки привел к такому виду.
И саму створку добил, укоротив магистрали и добавив хомутик. И пришло время укоротить и покрасить магистрали на поршнях створок основных ниш. Поршень передней створки сел прям без проблем. Поршень же задней створки не давал ей закрыться на нужный угол. Вон, смотрите, они почти параллельны. Чтобы это пофиксить, пришлось подрезать крепление поршня и не утапливать его в посадочный паз по самой небалы. А шарик из блютака — это чтобы створка с поршнем, пока сохнет клей, выдерживали нужный угол. Видно, что поршни теперь под более острым углом друг к другу. Но самый удобный индикатор — это вот эта лапка. Теперь она смотрит в землю под острым углом. Так, стойки отдельно я крутил в начале ролика, а теперь давайте-ка взглянем на них в готовых нишах. Чтобы все закоулочки рассмотреть, приходится, конечно, самолет вертеть в руках. Но я очень стараюсь. Да, про дополнительный хаос в нишах в прошлой серии звучало громко, но даже так смотрится лучше. Не зря подкосы запиливал, смотрятся теперь органично, хорошо вписались. Я от количества деталей тут просто балдею. Что ж, большой вышел эпизод, и в кадре уже мелькает почти готовый спойлер на следующие серии. Но до сушки в таком виде нам предстоит еще долгий путь, так что убедитесь, что подписались на наш канал, чтобы проделать его вместе с нами. В следующей серии мы немножко выдохнем от обилия деталей из этих выпусков и по-быстрому пробежимся по сборке планера. А пока что пишите свое мнение по увиденному в комментариях. И если оно вам понравилось, конечно же не забудьте прожать лайк. Вы мне тут мой маленький рекорд устроили, так что спасибо вам, продолжаем. Не пугайтесь, киль тут еще не приклеен. И в наше сообщество вступайте, там еще и готовые фотографии найдете, да и еще много чего полезного. А со мной увидимся уже в следующую пятницу. Пока.